Привет! Я Свекла Арт, и сегодня я буду рисовать очередную акварельную открытку. Сюжет будет очень простой, я решила изобразить один единственный цветочек на ней, но хочу сделать акцент на его прозрачности и такие светящиеся листочки. То есть листочки у него будут полупрозрачные. Буду работать в ограниченной цветовой палитрой, с ограниченной цветовой палитрой. Использовать в данном случае вот для лепестков и самого цветка, кроме стебелька, 3 цвета. Это ультрамарин, голубая и розовый хинокридон. Все 3 цвета от Невской палитры. Также для стебелька внизу мне понадобится зеленая. То есть всего использовано будет всего 4 цвета. Ну, может быть, кое-где на серединочку еще желтенькое добавлю, к примеру, кадмия желтого. Я сделала замес из этих 3 цветов, 2 синих и чуть-чуть розового. Получился такой нежно-сине-фиолетовый цвет и очень разбавленный. Добавляя достаточно много воды, я начинаю работать им без карандашного наброска, потому что цветок очень простой, лепестки в 2 ряда, в серединочке будет тычинки указаны, то есть мне никаких карандашных рисунков предварительных не требуется, поэтому работаю свободно и легко. Вот последний лепесток первого ряда лепестков, поэтому сейчас я его заканчиваю, и нужно дать работе отдохнуть, высохнуть. То есть, чтобы у меня второй ряд лепестков оказался как бы поверх первого ряда, а не сливался с ними, я должна дать полностью просохнуть этому слою, то есть не трогать. Немножечко затонировала серединку, и сейчас оставляю работу в покое на некоторое время. Ну вот, у меня первый слой подсох, поэтому можно смело работать вторым слоем. Наша прозрачность акварелью, вот это ее свойство, в данном случае само сотворит волшебный рисунок. Почему? Потому что, накладывая второй прозрачный слой частично поверх первого, мы получаем вот такое вот прозрачное свечение. И листики первого нашего уровня цветка, они частично просвечивают через верхние листочки второго уровня. Теми же самыми цветами я сейчас пользуюсь, тот же ультрамарин, синяя, голубая вернее, и розовый хинокридон.
Настало время поработать с сердцевинкой цветка, хотя к лепесткам я чуть позже еще вернусь, но можно пока вот немного прорисовать сердцевинку. В серединке есть такая выпуклость, то есть это цветок такой какой-то, видимо, смесь лютика у меня получается. И серединка у него немножечко выпуклая, а по краям сердцевинки расположены тычинки, так в хороводе они стоят, поэтому я сейчас работаю над сердцевинкой, потом я проработаю тычинки, когда уже абсолютно высохнут у меня лепестки. Ну и нарисую зеленый стебелек снизу. Тычинки изображаю практически сухой кистью, то есть сейчас у меня на кисти воды совсем мало. Моя задача изобразить четкие точечки, темненькие, поэтому я набрала и самым-самым кончиком показываю вот эти тычиночки, оставляя между ними промежуток, дабы показать, что это, да, какие-то такие отдельные точечки, а не сплошной какое-то не сплошное кольцо. Лепестки у меня не совсем просохли, но я все-таки немножечко их уточню. То есть добавлю темноты кое-где и покажу такую имитацию тени, которые отбрасывают вот эти вот совсем тоненькие полупрозрачные лепесточки. Мне хорошо, что они не до конца просохли, потому что тень не должна быть слишком четкой. Все очень нежное, плавное, и поэтому затененные участки тоже такие вот слегка размытые. А также я хочу показать прожилки у лепестков, но это тоже очень деликатно доделать, потому что цветок очень нежный, очень прозрачный, лепестки прямо светятся и напитаны воздухом и светом, поэтому и вот эти прожилочки я делаю совсем еле заметными. Упс, вот такой штришок был явно лишним, он очень сильно яркий, и его, пока он влажный, можно легко стереть такой отжатой чистой кисточкой. Совсем не обязательно, но можно сделать еще какие-то небольшие желтенькие акценты, как я и говорила в начале видео. То есть самую капелюшку желтенького добавлю на тычинки, больше никуда. Ну, немножечко разбавила синеву. Я думаю, больше ничего не нужно добавлять в этот прозрачный цветок. Пока я рисовала, хоть это заняло всего 15 минут, солнышко уже село, стало темно, поэтому ставлю авторскую подпись и прощаюсь с вами. Надеюсь, сегодняшний небольшой мастер-класс был вам полезен. Вдохновения вам и успешного творчества!